Господа, как показывает практика, успешным бизнесменам не обязательно рождаться, им можно стать. И для этого требуется знание, настойчивость, труд. И они гораздо важнее связей, удачи или даже первоначального капитала. И если настойчивость и труд можно взять с вас, то знания в ваши светлые головы готова вложить школа бизнеса Тинькофф. По факту, сама школа бизнеса Тинькофф — это среда для обучения начинающих предпринимателей, которые хотят запустить бизнес или масштабировать уже имеющийся. Именно здесь вы сможете получить бесплатный доступ к прикладным курсам от опытных экспертов и предпринимателей. Причем здесь не будет никакой воды, только реальный опыт и знания, которые вы можете применить как уже во время обучения, так и для того, чтобы открыть новый бизнес или опять же масштабировать существующий. А еще школа бизнеса — это сообщество и нетворкинг с экспертами и другими предпринимателями, где вам реально помогают вебинары, интенсивы, чек-листы и много другого полезного контента. Проверенный источник, а это значит, что все курсы одобрены площадками Wildberries, Озон, Яндекс.Маркет. Доступ к тематическим чатам с предпринимателями из разных сфер бизнеса, который поможет вам наладить связи, найти клиентов-поставщиков или подсмотреть совет. Также эксперты, то есть живые люди, а не боты, в телеграм-чатах помогут вам с вопросами по ходу обучения. Очень приятный момент, что все это вы получаете совершенно бесплатно. Достаточно просто перейти по ссылочке в описании и зарегистрироваться в школе бизнеса Тинькофф. Вы должны быть уже там. Господа, здравствуйте! Добро пожаловать на серию, наверное, одну из заключительных серий. Осталось, скорее всего, 2, возможно, 3, возможно, но может быть даже и 2. Поэтому в этот раз быстро, коротко, по делу. Начинаем с осточертевшего всем выхлопа и ставим двустволочку, как по штату, намечено с завода. Уже в прошлой серии, ссылок в описании, многие люди узнали инсайт, что у нас куплен новый блок двигателя. Причем новый блок дизельного двигателя. Это не 2.2, это 2.5 от дизеля. У АН мотора есть офигенная магия. Эта голова лоб в лоб ложится на дизельный блок, потому что диаметр поршня у нас абсолютно идентичен. Но у дизеля больше ход поршня за счет другого колена и, более того, за счет другого блока. Прикольные моторы у BMW, вот эта M50 серия была, где можно было из 2.5 сделать 2.8 просто заменой колена, никаких проблем не было. В Audi это работает чуть сложнее, потому что просто поменять колено и вставить дизель колено длинноходное в бензиновый 2.2 блок не получится, потому что блок короткий и поршня будет или не доходить до ВМТ, или, собственно, выскакивать за ВМТ. В общем, там так не... Потому что этот блок на 2 сантиметра, по-моему, выше, чем бензиновый 2.2. И все это вот из-за того, что другое колено дизельное, потому что дизель же нужно сжать капец как, поэтому ход поршня большой. Соответственно, мы получим некий эффект Строкера, то есть мы получим увеличение объема на той же самой голове. Увеличение объема всегда ведет к чему? Больше воздуха, в которое можно прыснуть, больше бензина и получить больше мощности.
Тут, конечно, другой вопрос. Больший ход поршня на критично высокой отсечке под 8000, это вообще-то, в принципе, не совсем правильно, потому что чем больше обороты, тем, по идее, должен быть короче ход поршня. Ну, чтобы снять вот эти вот, короче, нагрузки, вы понимаете, о чем я. Но посмотрим, как это будет работать. Решение это, я бы не сказал, что прямо совсем идеальное, потому что очень много форумов на эту тему существует, действительно, описание в интернете. И так-то все, с одной стороны, так, да, накрываем 2.2 башкой и 2.5 дизельный блок. Так уже, естественно, будет ковка. Все это сейчас, этот блок сейчас целиком в сборе, как есть, отправляется в город Тольятти, в компанию Старцев Моторспорт, которая рассчитает, какие поршня нужно, блюдца там, не надо, вот все это под нужную степень. Степень, которая будет у нас, по-моему, 8,5. Мы будем как, Волга 21 на такой степени сжатия ездить, потому что будет давка больше. И, соответственно, под это все блок будет рассчитан и сделан. Но, соответственно, поскольку высота блока другое, штатный ремень ГРМ не подойдет. Там будет какая-то вот вся вот эта вот мелочь, этот цирк будет выскакивать с тем, чтобы этот блок все-таки под ту голову запихать. Но это будем мы делать уже в зиму. Это не в этот сезон, так чтобы к весне эта машина выехала абсолютно внешне так же, но на другом блоке. И тогда мы туда сможем уже спокойно задуть 450 комфортных лошадей с более правильным графиком. Больший объем, 2.5, каноничный на сегодня объем для RS моделей, там RS-Q3 какая-нибудь, RS3, просто это 2.5 турбо. Вот мы сделаем такой же. Даст нам больше низов, по идее, и больше график вниз, потому что турбо сможет раньше раздуваться. Конечно, я понимаю, что с 2.2 до 2.5 прыжок так себе, если честно, но все равно это, по идее, лучше. Объем правит миром в любом случае. Ну, потому что 5.3 на турбе лучше, чем 1.4, да? Как ты считаешь? 6.0 битурбовый тоже неплохо давит. Не 1.2 TSI, мягко скажем. Но, тем не менее, таков наш план. Мы это делаем сейчас, чтобы по весне, когда будет второй сезон, а он однозначно будет. Вы не думайте, что вот у нас впереди с вами 3 серии, и дальше мы с Audi расстанемся. Будет второй сезон, потому что наверняка я читаю комментарии под каждым видео, у вас будет куча нареканий к нашему сегодняшнему конфигу. Вы скажете, переделай то, переделай это, и чтобы вы потом не ждали серии, мы зимой их будем снимать. А весной, когда мы уже первые выезды все обкатаем, отшарашим, мы сразу будем выкладывать на YouTube, чтобы вы действительно видели их каждую неделю. Мы пытались сделать так в феврале, а мы вперед наснимали 3 серии. Теперь мы вперед наснимаем, 10, чтобы все было в полном порядке. Верим в лучшее, верим в компанию Старцев Моторспорт, и потому что это как бы нам сильно поможет, но после них нам еще капец-то сколько со всем этим морочиться. Удачи нам с этим новым 2.5 турбо и едем дальше. Чтобы попытаться максимально завершить внешку в этой серии, хотя полностью у нас это вряд ли получится, нужно привести кузов в горизонтальное положение. Как вы видели в прошлых сериях, у нас огромные проблемы с подвеской. И они до сих пор на самом деле. В данном конфиге у нас сейчас сзади стоят пиленные пружины какие-то, на которых мы эту машину купили, и какие-то новые амортизаторы по виду как штатной длины. Спереди стоят также какие-то новые, какие-то штатные амортизаторы, и передние пружины просто сток. Из-за этого у нас морда катером стоит, это всем видно. Не сток. Не сток. Там по каталогу под даже спорт что-то такое там было в названии, да. Спорт не сток. Ну, в общем, по морде было видно, что она капец высоко, поэтому очень похоже, что все-таки сток. Наши Бильштайны B12 находятся в Болгарии. Возможно, в середине октября начнут поступательные движения в сторону сюда. Но, как вы понимаете, данные поступают из источников СМИ такие, что пес его знает, что там будет в середине октября, а внешку закончить очень, честно говоря, хочется. Поэтому был закуплен бэушный комплект Эйбахов минус 40. Только 30? 30, я же сказал 30. Следовательно, мы из этого всего получаем, что у нас будут хотя бы пружины, что-то уже более-менее брендовое, хотя бы все одинаковые, минус 30 занижение, но при этом амортизаторов по-прежнему нет, потому что комплект Бильштайн B12, который нам едет, естественно, это кит пружины и аморты, чтобы было все по чесноку. Здесь мы этим просто хотя бы выровняем кузов в его положение то, которое уже далее будет. Под этот новый выровненный кузов снова сделаем развал и получим ровную тачку, дропнутую как надо, но на каких-то странных амортизаторах. В общем, это будет неправильно, но лучше, чем было. И задние пружины станут нужной жесткости, и передние нужной жесткости, и посмотрим, что, из этого получится. Амортизатор — это все равно шляпа.
Значит, самые внимательные заметили, что Михаил еще приварил и шильдик прям к крышке сверху на краску. И так сделал, что даже не видно. Видите, не повело шметал. Вот это руки. Золотые руки. Но и выхлоп Михаил также сделал немножечко с фантазией, с правильной. Потому что, на самом деле, в стоке у Audi реально вот две таких трубы. Причем с, по-моему, меньшего диаметра. То есть эти патрубки, они сейчас больше штатных. К вопросу о том, что ты хотел 2,76. 2,105, как говорить, просто вот это вот. Но это уже нет. Короче, вот это более-менее сток. И у них есть скос. Небольшой скос, который видно только вот под таким углом относительно линии бампера. Причем я согласен, что по современным реалиям, ну, этот выхлоп выглядит не космически. Но две трубы у нас у кого? У 2-литровых BMW? Ну, в конце концов, и у нас 2,2. Но это был единственный двуствольный выхлоп на Audi, который делал ее S-кой сзади. То есть, по-моему, еще только у дизелей мог быть, кстати, у 2,5. У них еще, по-моему, чуть ли не загнут был. Короче, в общем, два ствола — это признак S-очки. Если ты видишь сотку или А6 в C4 кузове и сзади вот такой выхлоп, ты сразу такой: так, что-то напряжение такое пошло легкое в организме. Походу, сейчас кого-то будут драть. Прямо с этого светофора, если захотят. У меня получается прям такая, кстати, да, эксклюзивная Audi. Такой больше не будет ни у кого. Но подобрать машину, которая подойдет именно вам, вы сможете где? Правильно, на Дроме. Потому что на Дроме что? Снова угадали. Огромный выбор автомобилей. Плюс там же на Дроме можно подписаться на интересующие вас автомобили. И когда они выскочат в продаже, вы сразу увидите, что появилась свежая объява. Плюс там же можно почитать именно отзывы и подобрать автомобиль, который действительно подходит вам. Так что иди на Дром, а ссылочку на него, естественно, я оставлю в закрепленном комментарии. Опять угадали. Красавчики. Дальше рубрика «Подарочки». Приехал человек на Kia в футболке, ты сказал, да? Майки, я бы сказал. Большой человек, да? Не маленький. Не маленький, ну вот. И сказал, что раз меня нет, оставит мне подарок. Это вся информация о том, что может находиться в этой коробке. Надеюсь, что это была не сицилийская мафия, а здесь не голова лошади. Может, следовало прочитать вон ту конвертик? Что ж, поддержим зрителей в напряжении. Да, это посылка из двух частей. Вот еще одна часть, и есть на скотче конвертик. Никаких предположений, что это мог за человек быть и что здесь находится в конвертике. Тут какой-то трололо. Костя, привет от ржавого доктора, Расти доктора. Спасибо тебе за качественный контент и мотивацию. Смотрю тебя с самого начала и по сей день. Взорванный ЗИЛ, восстановленный из пепла, у тебя уже есть, поэтому хочу подарить тебе мини-ЗИЛ. Не бит, не крашен, ездил гусь. Это что, машинка? Что это такое за ЗИЛ? Красиво. Девочки, я плачу. Там, похоже, ЗИЛ, моделька большущая. Что такое? Он огромный. Это что-то ручное, похоже, ребята. Это, наверное, не покупная модель. Гидроцилиндр. Фиксатор. Фиксатор есть, да, о, все. Тоже на ходу открывается, все как у нас. Нет, покупной, цена 5 рублей. Это советское. Вот. Ребята. Это завод, это советское. Цена 5 рублей. Борт задний откидывается, и смотри. Мощно. А капот? Нет, капот на этих стоит, двери как будто на петлях. Да. Двери на петлях, руль просто. Это Soviet Power. И здесь борт откидной, да? То есть можно действительно с этой игрушкой играть и возить на ней песок. Это какого года-то? Если цена 5 рублей, это СССР. Год, к сожалению, здесь не указан. Но это прям действительно союзные технологии. Вот этим ты поворачиваешь колеса. Вон трапеция есть. Ремонтопригодная. Все на шплинтах. Ну, по идее, да. И когда люфт выберется хороший, он, может быть, за веревочку будет и поворачивать. Обалдеть. Какой-то пыльник от чего-то. Это все вот союзное. Все на шплинтах, все разобранное. Можно цилиндр. Цилиндр такое ощущение, что на воздухе накачивается. Или там пружина. Пружинка скорее. Ну да, и пружинка с запасом. Типа ты сюда песка, как маленький ребенок, нагрузил. И это очень, мне кажется, мажорные дети с такими игрушками играли. АЗЛК 1982, что примерно намекает. Может быть, 1982. Ну, вообще, да. Но как бы на номере написано 1982. То есть, похоже, это игрушка 82 года. Ну, это, слушайте, наверное, это картина. Это, может быть, это бесконечный конструктор Мозабрик?
Тот самый мощный. Мощный, да. Но похоже, да. Этот же, да. Только ржавый. Расти доктор. Может быть, он его восстановил? Может, он таким был? Может, он таким был, а теперь он стал таким? Да. И кнопочка есть, значит, можно найти. Вот, YouTube Расти доктора, можно его там искать. Вот он, да. Вот. Второй части не будет, кажется, я устал. Он это реставрировал. Это было зимой 22-го года. Я есть в Зене, в Телеграме, в ВК и в ТикТок. В натуре он из этого сделал... Вот это. Обалдеть, даже не верится, он вот это сделал. Это мое почтение, конечно. Цилиндр этот восстановленный. Пыльник. Обалдеть. Да, и смотри, сейчас он его распакует, как это выглядит здесь. То есть там нету, там не из чего делать. Братан, в такие реставрации я бы не вписывался, поверь моему опыту. Смотри, вот из этого он сделал... Как он резину восстановил, колеса. Они же вообще как новые. Слушай, 3D принтер может какой-нибудь? Может быть, кстати, сканировал и печатал. В любом случае, спасибо. Очень крутая игрушка. Короче, Кость, тут надо по-любому лить масляный состав, который разъест швы. Потому что если здесь останется ржавчина, то есть которую ты не видишь, Так. под краской, то она полезет под краску, и ты ее не увидишь, пока у тебя не будет здесь дырки. Ага. То есть ты поднимешь коврик и увидишь краску. Панорамный пол. Да, панорамный пол. И потом я уверен, что пескоструй-то куда-нибудь вот сюда вот не дотянулся. Не успел. Конечно. Так он, ладно, он сюда не дотянулся, он не дотянулся вот сюда. То есть под этой частью днища идет дальше, а ржавчина оставалась по-любому там. И то есть вот эти швы должны оставаться приблизительно всегда мягкими. То есть если здесь будет все законсервировано и влага будет как-то там образовываться, она будет там образовываться в любом случае. То есть ты вот сейчас через мойку заехал зимой, например, у тебя весь конденсат в машине. Да, это я в курсе. То есть мы по-любому все зальем маслом. И вот это зря люди делают, которые делают работу. Пробки замазывают, которые... Ну да, типа это пробки, да, а вот это вот просто это уже работа антигравия на смарку называется. Потому что влага, вот пробка чуть-чуть там резина сыграла, и у тебя щель. В эту щель попадает влага. Все. То есть никогда так нельзя делать. Вот это мне тоже не нравится. Но это, видишь, от домкрачивания уже первого, вот эта вся краска, вот она стала слезать. По-хорошему можно было наварить резинки, как на Мерседесе. Типа не квадратные, а какие-нибудь сделать резинки. Машину будут обслуживать. Да, будут. конечно. Поэтому это будет всегда. Короче, что с этим можно сделать-то сейчас? Мы сейчас это зальем снутри, чтобы это все просто лезло здесь. То есть тут есть какой-то герметик, Так. его под разъезд. Посмотрим, как То есть оно специальный будет. состав, который размягчает все Да, вокруг который себя и просто проникает. Просто разъедает. То есть тут только разъедать. Тут смотри. С твоей стороны смотреть. Ну да, не прокрас. Ну так, в принципе, выглядит все идеально, но интересно, сколько здесь слоев. То есть есть еще такая проблема пескоструйки, что это голое железо. Да. То есть если это голое железо плохо прогрунтовано, то любой скол вот этого антикора и краски – это сразу же ржавчина. То есть надо очень грамотно подходить к грунту после песочки. Вот здесь я вижу тонкий слой грунта. То есть если после этого сделана только краска и какой-то слой непонятной вот этой резины, то Кобра или надо что там зайти это было? Анаконда, Владян. Владян, ты помнишь? Как называлась этот антикор? Кобра, да, он назывался. Ну, видишь, когда антикоррозийные составы такие плотные, это проблема в том, что На скол не машина работает. низкая, то есть ты ее поцарапал, и все, это вот такая вот труха. Так а вы снизу сможете захерачить этим что-то еще в один слой? Лучше не надо. Я Лучше понял. следить за ней. То есть тебе инструктаж каждый год мыть днище. Мыть днище и делать скрытые полости. То есть это единственное, что спасет. И если мы увидим где-то вот такую вот царапину, и там будет грунт, да, например, или уже ржавчина, Сразу замазывать. то мы короче. будем просто сразу же на это как-то реагировать. Сейчас, смотри, у меня есть подозрение, что вот у нас лонжероны передние особо, да, что вот здесь, вот где-то вот в этом углу, конечно, никакой песок ничего не достало. Вы оттуда как-то сможете это достать или законсервировать это? Слушай, да мы зальем, растоп он вообще, как вода. То есть это как веретенка. Канадская веретенка. Пахнет вишней, кстати. Вот, то есть мы зальем лонжероны полностью, он проникнет везде. То есть вообще производитель растопа канадский, он говорит, что для того, чтобы им обрабатывать, не надо мыть что-то. То есть, но в Канаде нет такой грязи, как в России.
Поэтому мы все равно моем всегда, но если лонжероны промывали, то есть песок-то там, ну я надеюсь, что его здесь в углу нету, вот так вот. Потому что если его там вот так вот... Неизвестно. Да, ну посмотрим, мы же будем засовывать туда шланг. Если мы упремся здесь, то поймем, что там есть песок. Да, и смотри, еще какая штука очень важна. Короче, мы это подсняли. Вот видишь, уже рыжее пошло. И оно там же и пошло уже сейчас. Хотя ни одного дождя. Видимо, мойки, знаешь, когда мыли. О! Ну да. Вот, сверху, видишь? Ну это нормально. Это поверхностная ржавчина. Это проблема любой пескоструйки. То есть, когда ты машину отпескоструил, если ты ее сразу же не грунтуешь, то Просто она от сразу влаги, же да, просто, сама собой. да. То есть это вы Питер. будете как-то убирать, или опять же ваш состав, он сразу все это, короче, Нет, это съест сразу и поржавеет. уничтожит? То Нет, есть он ее просто остановит. но это не проблема, короче, Это да? совершенно не И то, что проблема. там внутри он какая-то шуба уже, ну, из вот этой вековой, вот, реликтовая, это грязь там. Ну да, конечно, хорошо бы ее выдувать оттуда. Ну то есть, вообще, А вы смотри, сможете это сделать? Да, мы продуем по максимуму. Так может тогда и это, туда-сюда? Да, мы будем дуть по максимуму все эти щели. Просто проблема пескоструйки в чем, да? То, что песок попадает в полости. Да. А песок мыть нельзя после пескоструйки, потому что пойдет ржавчина. То есть нельзя постоянно, ну вот это. Ну вот, да, я понял. Поэтому приходится постоянно продувать шлангами гибкими. Ну то есть такая. Ну, короче, работа. попробуйте. Да, сделаем все по максимуму. Ну, все равно, как говорится, любая работа антикорщика, она показывается через время. То есть поначалу это все может выглядеть на словах и по виду идеально, но через год мы просто будем смотреть работу пескоструйщиков и антикорщиков, которые сделали тебе днище. То есть приедешь через год, мы все это посмотрим и поставим оценку. То есть сейчас говорить там, я могу какие-то мелочи рассказать, которые я тебе рассказал, а остальное все увидим потом. Хорошо, спасибо. Ну, ладно тогда, что, погнали. Работаем. Немного о ресурсе масла. Если выражать его в километрах в пробеге для данного автомобиля, это что-то типа 20 километров, не тысяч, 20 километров. Но масло потемнело, потому что за эти 20 километров была еще также настройка, и машина пережила, ну, примерно 100 ланчей. То есть там, может быть, не совсем полноценный лонч, это настройка, но настройка, она тоже же, когда вы настраиваете мотор, это не значит, что он работает не в оптимальных режимах, мотор и грелся. И на стенде это было 84 замера точно в прошлой серии. Плюс после этого ехали город, плюс гоняли. То есть, я думаю, смело 100 ланчей можно записывать. И масло потемнело. То есть оно прям все темное, оно готовенькое. Поэтому мы решили его, естественно, снова поменять. Какое там было залито, я не помню. Какое-то обычное с бюджетной линейки 1000 за 4, наверное, канистра. Ты не помнишь, что там было? Ну да, 4 рубля примерно оно, наверное, и стоило. Да. И, ну, поскольку реально 100 ланчей. Porsche 911, по-моему, выдерживает 200 ланчей, после чего у вас загорается лампочка, что вам необходимо поехать к дилеру и проверить, все ли с машиной в порядке. Эта штука выдержала 100, но это не 911 Porsche, это Audi S4 94 года, секундочку. Есть разница. И тем не менее, все в порядке. Кстати, многие ребята говорили, что аквабластом, да, мотор умрет. Мотор уже пережил больше, чем ваши моторы за все ваши 100 тысяч километров, что вы на них после салона ездите с нуля. И это только он подо мной пережил. Не даст соврать. Следовательно, меняем масло и меняем его уже на нормальное, живучее. Потому что хоть и в этой серии мы не будем дубасить, потому что сцепу еще так и не поменяли, но в этой серии мы кататься будем, и уже хочется это сделать на хорошем масле.
Проблема только в том, что вы сейчас это масло купить, скорее всего, не сможете. Да, есть интернет-магазин компании Супротек, может быть, где-то остатки еще в маркетплейсах существуют, но в обычных магазинах уже все забрали. У нас была небольшая проблема с поставками, и она, в общем-то, даже, если честно, и сохраняется, поэтому скоро у нас будет выводиться новый бренд масла. Мы сделаем, во-первых, его дешевле. 8600 за банку, ребята. 8600 за канистру стоит это масло. Да, оно реально очень заряженное, крутое, прям живет долго и для спортивной истории, но не всем нужна спортивная история. Поэтому мы что подумали? Мы будем делать линейку масла, которая будет стоить 6 000. Такую уже прям, вот она крепенькая, конечно, будет послабже этой, понятно, но все равно будет крепенькая. И типа за 6, где-то 6 с горочкой. И оно, кстати, будет полностью импортозамещенной. А это масло я сейчас достаю. У нас в компании Супротек есть учредительский стратегический запас, в которое мы сразу, короче, как начался кипиш, загнали себе каждый по 100 канистр, а нас там получается 4. И вот эти канистры теперь я Владяна ими снабжаю из своего стратегического запаса. И, в общем, это такое теперь, знаете, для элиты только масло получилось. Но сейчас одна партия заезжает. Но она будет, скорее всего, уже, наверное, последняя. И потом мы уже переходим полностью на отечественное производство. И там нормально все. И главное, что получится это дешевле, естественно, потому что мы уберем всю эту логистику. Но мои канистрочки там все еще хранятся. Мой стратегический учредительский запас на месте. Короче, много споров было по этим колечкам. Я постил видосы, где сказал, что колечки пока... В свои социальные сети. Колечки пока ставить не буду. Естественно, колечки не поставил. Все в комментах написали: поставь колечки, мы их поставили. Но это, блин, не смотрится. Это мало того, что я вообще всегда любил слепой стиль. В Европе это очень популярная вещь, когда у тебя даже решетка без эмблемы, когда была вот эти слепые решетки. Здесь убрать значки, это специальная была опция в конфигураторе, когда ты заказываешь машину без шильда, она была. Ну, конечно, я думал, что логотип Audi оставался, но он что-то вообще прямо не в масть. Ну, прям вот серьезно. То есть, если бы я его не прилепил и сразу сказал, что не хочу прилепить, мы бы сейчас написали кучу комментариев, вы бы и мы бы, наверное, да, что надо их прилепить. Мы их заранее прилепили, чтобы как бы посмотреть, что вы напишете, и что-то прям я смотрю, и меня это расстраивает. Ну, смотри, он даже вот здесь чисто. Они должны быть пониже. Он как-то вообще тут, ну... Он как-то странно, ну и на картинках тоже, да, вот как будто без него она прям четкая, мощная. Эсочный логотип, тем более еще и красный, он такой теряется, он совсем прям вот, ну, интимный такой, он классный. Кватро, может быть, справа, значок тоже как-то зарешает, потому что он маленький совсем, это подчерк такой вот, штришок. Ну что-то это совсем прям жир, вот прям... Это колхоз какой-то, тут, конечно, не отдирается, к сожалению, да, но... Короче, снимаем, все, отлично. Короче, ребята, это прям... Шевеление в штанах вызывает, если честно, тачка. Она просто рвет видом. Ты посмотри, мы находимся сейчас в классической питерской атмосфере. Серое небо, серые машины, все вокруг. Ну, смотри, и это просто вот, да? Она как вот такая, сверху упала. Она просто не из этого мира. И насколько сильно решает то, что морда упала наконец-то. Причем у меня мнение, что когда придет комплект тот занижение, она выше станет, чем сейчас. Потому что сейчас уронили, ну, просто в щи какие-то. Это что-то... Это... Какой-то стонс начинается. Были варианты ниже? Нет, ну не надо уже ниже. Это временно сразу. Понятно, что мы сейчас с вами не сможем нормально ехать, потому что амортизаторы без занижения, пружины стоят с занижением. Это сейчас, ну, немножко не то. Это все ставили до 8 утра, чтобы вы понимали. Еще нет решеток, то есть все равно это не законченная по внешке серия. Хотя хотелось, но... Ничего страшного, впереди еще 2 серии. 2 уже финальные серии, но сейчас она просто, я не могу на это смотреть адекватно. Это как вот это вот. Если есть в мире пацанские тачки, они выглядят так. Ты посмотри, Никитос. Ну, это... Если бы у меня такая была в 2000-х,
Да нет, не было бы, наверное, все равно. Это невозможно. Так сейчас такое еще ни у кого нет, не то, что у меня. Поехали прокатимся. Сейчас я просто буду 40 минут сидеть и просто поехали прокатимся. Там же и салон собран еще. Во-первых, еще не все закончено. И машина уезжает к Павлу в Реформа Стайлинг, где он перетянет чехольчик КПП. О, господи, да, это я что-то извиняюсь. Квадростарта уже все в крови. Перетянет само КПП. Перетянет, естественно, ручник, который сейчас не надо было дергать. Возможно, он еще, ну невозможно точно, да, он отреставрирует пластик на ручках вот здесь вот. То есть это все вот, это он все сделает. Так, это у нас постоянный, это через раз. Где у нас через раз? Понимать бы. Если у нас сейчас есть через раз. Но опять же об этом я и говорю. Да, у нас сейчас нету взмаха. Вот это вот все. В общем, то есть вы понимаете, да? Еще 2 серии впереди неспроста. Но у нас сейчас есть много вкусного в том числе. Ага, я понял. Да, у нас нету взмахов через раз. То есть прям вот вообще вот прям вот их нету. Или постоянно, или и как назло морось. Как назло. Ну, ёптели, все против, короче, вот нас. Вы поняли, да, как это вот подбешивает иногда? Что, вторая, да, второй передачи почти нет по-прежнему. Это не беда, в следующих сериях все увидите, все решится. Но, гидроусилителя по-прежнему еще нет, да, и руль стоит по-прежнему, вот пес пойми как. Это еще по техничке машина не закончена. Мы просто в этой серии офигеваем от того, что она комплектная, почти собралась, что виден горизонт. Мы наконец-то можем понимать, когда примерно это закончится. Когда примерно хотя бы. Ну, эта кнопка, конечно же, она будет, да. Вместо этого все это уберем и ставим нормальную кнопку, в общем. Но это уже похоже на тачку. У нас есть собранный салон. Условно собранный, конечно. Чуть-чуть, опять же, не хватает, но он неплох уже. Ну, то, что коробка погибает, как слышно, да, вот прям она вот на всех передачах, все шестеренки как-то там издают разное журчание. Гребаная морось. О! Нет. Через раз не заработал. Он будет работать... как интересно. Датчик дождя или что? Сейчас, погоди. Как это работает? Все, теперь постоянно. Ну, видимо, скажем, что это датчик дождя. На самом деле, конечно, это просто какая-то шляпа. Ладно, ну вы поняли, да? Это просто, что на ней можно уже ездить. С учетом того, что у меня есть даже страховка, это наконец-то тачка. И выхлоп громковат, как и предполагалось, да? То есть он, когда ты едешь в дейли режиме в таком, он прям, немного давит. Не знаю, слышно вам это на микрофон или нет, но есть такое, что он поддавливает. Поэтому выхлоп будет управляемый. И задняя банка все-таки другая. Чтобы вот сейчас, когда мы едем в дейли режиме, мы могли просто задушить полностью этот выхлоп и вообще больше ни о чем не думать. И мы едем до буста, вот все вот эти вот там, сколько это сил, там даже мы в пол нажимаем сейчас, толком ничего не происходит. Чек моргает по ограничению момента, потому что форсунки еще настроены с той настройки там на 105% максимум. По ним не отсекает, поэтому всегда горит чек. Отошьемся, он погаснет. Но подлокотник есть, руль перешитый, шильдик S, работают зеркала, работают стеклоподъемники. Двери, правда, плохо закрываются, ими надо хлопать, там еще их надо настраивать, но их надо настраивать вместе с зазорами. А зазоры все настроит, опять же, Павел в Реформа Стайлинг, потому что зазоры можно настраивать только когда машина полностью собрана, когда есть оба бампера, когда стоят все двери, все резинки, все молдинги. И только сегодня впервые это все собралось. И вот теперь можно окончательно настраивать зазоры. Слушай, для нее даже 2000 это много на 60. Во, 1500, 60 км в час, 5-я передача. Мотор не напрягается. То есть я могу с этого еще в разгон пойти. Подвеска немножко не та. Мы сейчас едем с вами по идеальному асфальту, поэтому у нас проблем нет. Но подвеска реально еще не та. Та не приехала. Ехать будет неизвестно когда, ноябрь, наверное. В общем, она сейчас в Болгарии. Но однажды приедет с Болгарии в Россию, и все станет хорошо. Но все равно это уже, тачка. Уже ты просто сам не веришь. Ты столько времени наблюдал с февраля, там 8 месяцев уже, по-моему, по сегодняшний день. Да, у нас конец сентября. Мы начали же ее в начале февраля, мы начали ее раньше, чем вы, эту машину. И я-то ее вижу вот реально уже 8-й месяц. Я ее видел только взорванную, а теперь она нормальная. У нас работает климат, кстати. Я просто выставил 22,5 и все. И печка поддерживает сама необходимый уровень. Давай поставим чуть горячее.
потолок, люк, все вот это собралось, наконец-то. Опять же, если где-то что-то еще торчит, вот видите, белые эти окантовки, вот эти вот, да, вот их Паша перекрасит в черное, сделает, потому что, ну, мы черных не нашли, были белые в хорошем сохране. Белые, если, черные, если находим, то они в плохом сохране, поэтому... Ребята, ощущение космос, тачка на повседнев, обалдеть, насколько удобная. Просто обалдеть, насколько удобно. Никаких проблем. Вот мы едем с вами до буста. Да, с потоком, да, не быстро. Мы не жарим, но наши там 100... коробка. Но наши 150 сил у нас всегда в наличии. До буста. После буста, аминь, 400. И это приваливает очень весело все прям. Давай попробуем блокировку дифференциала. Пока не загорелось. Нет, пока не воткнулась. Блин, коробка, ну, она доживает прям вот последние мгновения, вы не поверите. Мы тут первый раз выехали с сервиса. Я просто еду, нажал вторую, и что-то не захотелось отпускать. И такой Гранд Чироки сзади на ходах подгоняет. Я говорю, прости, братан, буст. И просто и все, и Гранд Чироки уже не обгоняет. Это, конечно, весело. Очень. Поворотники вот такие вот, видите, починим. Они сейчас моргают, но явно чаще, чем надо. Поэтому так вот моргают. Но здесь красная, вот здесь красная, на ковриках красный кант. Все это обалденно дополняет друг друга, и тачка выглядит очень гармонично. Гармонично и непривычно собрано. Узнают абзац как. Все обгоняют прямо, все вот прям вот. Сейчас все спокойно, нам очень повезло, но до этого это вот биби, ля-ля, фа-фа, все вот такое вот. В какой-то момент у нас была ситуация, что я стоял возле Passat, и Passat был аккуратный, классный, а S4, ну еще такая там, знаете, без бампера, торчит интеркулер такой снизу. И я такой стою и говорю пацанам, блин, вот сейчас мне прям Passat даже больше нравится, чем S-ка. Passat прям супер четкий, он выигрывает. И в салоне было точно так же. А теперь мы сидим в Audi, я понимаю, что ну, она реально выше классом, чем Passat. Другое дело, что Passat стоил 250 тысяч рублей, а эта машина несколько миллионов. Слушай, кстати, даже не какое-то разочарование это не наступает на ямах. Ну вот прям... Да нет. Вообще город прям, слушай, городская тачка, едешь, смотри, как кайфуешь. Не устаешь, сцепа мягкая, а будет тоже мягкая. Нету вот этих рывков, смотри, когда вот так нажимаем. Во, газом играемся, смотри, ни люфтов, ни... Вот это даже у Passat было, да, когда газом играешь, он такой дык-дык-дык-дык, немножко вот все эти... ты смотри какой! Вау! Ты заснял, нет? Это наш пацан, да, ему там под 60, по-моему, было, но он из наших прям, лежащий на отбоях Range Rover, прям классика. Красава, люблю таких. Ну-ка, смотри, вот даже ямки. Ну, понятно, что не совсем так работает, но не жесть пока. Слушай, вот мы динамично прям можем передвигаться. До 3, до 4, буст еще не наступает, никакой дерготни, вот этого нет. Блин, скажи, она комфортная. Она прямо комфортная, я офигеваю, то есть не корч. Но если ты хочешь, ты можешь дать корча из нее. Просто крути за 4. И тогда все. Даже по стрелке тахометра она до 4 такая, а потом такая, оп, резко вниз, типа я сваливаю. Просто вот после 4 характерно все меняется. До 4 все, 150 лошадиных сил. Офигенно. Блин, коробка, пожалуйста, живи. Да нет, даже по ямкам я передвигаюсь. Все прям четенько. Ничего не трет в арке, не бьет в отбойники, даже при том, что у нас еще неправильный конфиг подвески. Пушка. Блин, салон даже особо не скрипит. Слушай, я вот что еще боялся? В Passat какая была ситуация? Что там был реально подуставший кузов. И он на ямках четко прям желировал, я это называю. Вот у него был такой, ты на перекосах чувствуешь, что он слабоват. Я боялся, что все-таки эта машина после пескоструя, значит, металл стал тоньше, значит, кузов может быть ослаблен, и возникнет вот такое ощущение, потому что, ну, я знаю, какое ощущение от новых машин, которые идеально сделаны, у которых нет никаких проблем, они такие сбитые, они такие классные, и вот это, похоже, тот случай.
и забирает. Я не знаю, какая была скорость, Никитос. И дождь, как хорошо, что вот все, мы здесь вот все, останавливаемся. И как это легко произошло прямо. Тут не самый длинный отрезок. И у нас при этом значится сейчас заблоченный div, погоди. Сейчас, попробуем. Чтобы понять, что div заблочен, надо что сделать? Надо развернуться, как раз идет дождь. Есть! Блока, да, блока зашла в натуре, есть блокировка. Четенько, все, уберем ее. Да, кайф, работает, приятно. Что за погода? Солнце, туман, ливень. Питер, ты определись, ты куда? Короче, я прям очень доволен. Тачка сбитая, тачка как новая. Тачка очень веселая, эмоциональная и комфортная. И при этом ей 500 тысяч километров, и она 94-го года. Мы очень близко к цели. Вот сейчас поймут только владельцы Audi 100. Язычок. Это язычок. В 90-х очень модно было вот этот язычок. Ты делаешь его выдвигающимся, смазки нафигачили, смотри, я уже весь тут надо еще чистить. Из-за него уже открываешь капот. Это такая фишка была у Audi. Так он уезжает обратно. Ты посмотри, он уезжает у нас за подлицо. То есть, оп, и все. И он реально уезжает. Мы задолбались его настраивать, а он уезжает. На такие мелочи уходят недели. Поэтому еще однозначно будет допил. Но, может быть, мы даже это и не будем снимать. У нас даже под капотом все. Нулевик обратно пошел домой. У нас здесь штатный воздухозаборник для фильтра. Ну-ка, давай наша классическая, как мы умеем. И, конечно же, тоже еще не все. Не хватает кожуха ГРМ, мы его поставим. Просто, чтобы поставить кожух ГРМ, нужно снять натяжитель. И это вот не в такой позиции, то есть это чуть позже. Хотя кожух вот этого гидроусилителя ремня мы уже поставили. Также сейчас снят кожух, который закрывает форсунки. Он у нас в реставрации, потому что он все-таки был треснутый. Ну, никак его не сделаешь нормальным. Нету еще распорки, потому что вернем обратно бачок. Так мы все до сих пор не можем отбелить, вернее, эти два бачка, потому что перекись уже, отбелим, как вы понимаете. Единственное, что из нештатного здесь, наверное, останется, это маслопомойка. Хотя, по-хорошему, ее можно убрать. Давай посмотрим. Кстати. Да что ж такое? Нет, масло, все, пожалуйста, маслопомоечка сухонькая. Как и предполагалось. Значит, здесь у нас по-прежнему все ровно и все работает штатно. Ну, еще куча мелочей, конечно, это постоянная борьба по-прежнему с зазорами. Еще у нас из кучи мелочей это сейчас еще нету обратного клапана на писалках, на лабаш. Надо его, видимо, будет поставить обратно. Наконец-то заехали штатные наклейки. У нас наклейка здесь. Наклейка здесь, которая говорит о том, сколько должно быть у вас фреона залито в систему кондиционирования. Рейку еще надо будет поменять обязательно, но это чуть позже. И еще парочка мелочей по электрике. То есть тут опять же еще немножечко, оформится. Осталось буквально совсем чуть-чуть. Прошу тебя, только себе не поменяй, у тебя на улице и нет друзей, и нет враги, я твой недостаток, ты моя вселенная. Прошу тебя, только себе не поменяй, у тебя на улице и нет друзей, и нет враги, я твой недостаток, ты моя вселенная. Прошу тебя, только себе не поменяй, у тебя на улице и нет друзей, и нет враги, я твой недостаток, ты моя вселенная. Прошу тебя, только себе не поменяй, у тебя на улице и нет друзей, и нет враги, я твой недостаток, ты моя вселенная. Прошу тебя, только себе не поменяй, у тебя на улице и нет друзей, и нет враги, я твой недостаток, ты моя вселенная. Прошу тебя, только себе не поменяй, у тебя на улице и нет друзей, и нет враги, я твой недостаток, ты моя вселенная. Вам, наверное, многим непонятно, почему машина еще не дособрана, но, к примеру, просто нету решеток. Вы посмотрите, их просто нету, потому что не хватает на все времени, и много кому-то из вас, дворники, они, видите, у них точка покоя, немного не та, которая должна быть.
кнопочка это не замазана. В общем, если знать, ну, можно разнести эту машину в хлам. Зеркала разные, право-лево, если кто не замечал, вот теперь вы это знаете. Здесь нету зазоров, зазоры вообще еще очень ориентировочные. И многим из вас непонятно, зачем это показывать и почему-то это не сделал. Да потому что я вчера вечером сижу на полу, там, на стульчике, смотрю просто на машины, на подъемники и такой, блин, она собралась. То есть в это даже не верится. Ты такой смотришь и, вспоминая все вот это назад, ты такой думаешь, она реально собралась. То есть в какие-то моменты не было этого горизонта вообще. Было просто непонятно, когда это закончится. То есть мы просто идем куда-то в стену, потому что очень много препятствий. Да, там стена может быть из гипсокартона, я согласен, ее можно проломить, но не хочется. И за ней еще одна и еще. А тут я такой сижу и типа... Машина, она снова стала машиной, у нее есть все детали, ты смотришь, их очень много. Там есть лакера, термозащиты, держатели трубочек, сколько хомутов, проводка, все разведено по салону, клопики, резиночки, уплотнители, сколько всего. Сколько перемолото тысяч человека часов для того, чтобы это все собралось. И оно, блин, походу реально собирается. То есть мы, конечно, верили и до конца вам говорили, что поставленные задачи будут выполнены, но когда? И я такой сижу и понимаю, что нет, это надо снять, это комплектный автомобиль, ну практически комплектный. Ну, я молчу про вот такую историю, это только мы для съемок поставили крышечку. У нее просто обломило кронштейны, и мы новых еще не купили, поэтому это только для заставки. В реальности мы ездим без нее. Вот так это выглядит, чтобы вы понимали, да? Совсем незаконченный автомобиль. Но я смотрю список работ, которые впереди, здесь нет ничего нерешаемого. Коробка сцепления, настройка, детейлинг, мелочи. Все! И мы скоро будем прощаться, получается. Ну, вернее, я-то с ней точно не попрощаюсь. Ребята, с такой машиной как бы не хочется прощаться. И очень захотелось наконец-то просто выехать. И мы сегодня выехали, и мы едем, и это комфортная тачка. Мне есть с чем сравнивать, мне есть сравнивать с очень жесткими спортивными автомобилями, она мягче. Спортивная ли она при этом? Да, конечно. Может ли она ездить без буста до 4000 крутиться в городе? Без проблем, держишься в потоке, комфортно. Просто поменять коробку, сделать гидроусилитель. Чтобы это хотя бы все было по-человечески. Это классная тачка, это то, что я хотел. Я настолько переживал, что мы вложили сюда 15 пассатов, а получится, знаешь, типа не в 15 раз лучше, а типа в 1,5. Потому что в Passat были косяки по кузову, были по пластику, но я говорил, что Passat это не та глубина проекта. С Passat это было нормально. Здесь, когда ты вкладываешь такое количество миллионов, и ты в итоге получишь типа чуть-чуть Passat получше, ты прямо начинаешь серьезно переживать, ты прямо не спишь. Ты во сне, я себе во сне много раз представлял первый выезд. Просто типа я сплю и думаю, так, вот я, прикинь, первый раз выезжаю и на первых кочках понимаю, что кузов желе. И я этого так боялся. А мы сегодня едем, ну, это уже на первых выездах стало очевидно, что такого не будет. Но мы сегодня едем, тачка, по ощущениям, ну, она не новая, но ей максимум год-два. И плюс она опять же не закончена. То есть вот я чего еще боялся, что я буду ездить на этой машине с самого начала, пока она еще без салона, от корч ощущений, потом чуть получше, и потеряется это вот ощущение, что ты сел в машину и обалдеть, это Audi 100 в идеале. И походу да. Все мои те детские, ну условно детские, потому что когда у нас была сотка Audi, это был 2004-2005 год, наверное. Вот тогда у нас была Audi 100 в семье, и я тогда пересаживался с Жиги, и это был вселенский космический аппарат. Да, сейчас я, конечно, не с Жиги пересаживаюсь, но близко к тому. Близко, прикольно, очень прикольно. Я прям очень доволен. Я с таким нетерпением жду, когда мы сделаем все-таки коробку, сцепу и гидроусилители, когда эта тачка будет ездить, ну, без ограничений, в кавычках, да, то есть, когда она будет выдавать весь результат, который в нее заложен. Еще подвеска залетит, и это божественно. А даже безотносительно того, что за кадром остается, то есть мои ощущения, как рука лежит на коробке, что у тебя в голове, это же, ну, не передашь на камеру никогда, как это круто, ты просто себя в этом охрененно ощущаешь. И тут никак не сказать. Ну, к этому прилагается еще и бешеная картинка. С этим невозможно спорить. Помимо машины, которая просто красивая, она честная. Это не YouTube-проект, который просто классно выглядит, и я говорю им, ха-ха, сейчас мы повалим. Ну, это
Это реально ожившая легенда. И то, что она ожившая, это очень круто для нас всех. И для меня, и для ребят из Крю, и для всех сотен, наверное, людей, кто причастен к реставрации этой машины, потому что мы не просто починили то, что уже было, а мы вернули к жизни еще одну легенду. Пока что еще не до конца, но это, грубо говоря, как человек, который после множественных переломов встал на ноги, и он начал срастаться. Шрамы еще видны, но они уже не мешают ему жить полной жизнью. Вот что такое сегодняшняя серия. Ну а в следующей будет уже совсем интересно, потому что мы уже будем с мелочами, сделанные, законченные, и с новой коробкой, и с новым сцеплением. И это будет бешено. Спасибо вам огромное, что смотрели эту серию. До встречи в следующей. Точно не через неделю, это будет подольше, но обязательно скоро. Удачи вам и пока.